Разбился пассажирский самолет. Произошло падение Последние самолета. трагические минуты. Утраты сильные, потому что очень много хороших хоккеистов. 7 сентября 2011 года произошла авиакатастрофа около аэропорта Туношна в Ярославле. На борту находилась хоккейная команда «Локомотив». Все игроки, тренеры и члены персонала погибли. О новости сразу стало известно по всей стране, и во многих городах люди приходили к спортивным аренам, чтобы возложить цветы к мемориалам. Матч открытия в тот день был перенесен. Игроки просили принести вам извинения, что они не видят в такой ситуации возможности доиграть этот матч. А память о трагедии до сих пор находится на спортивной форме клуба. Но знаете ли вы, что в 1950 году авиакатастрофу под Свердловском, в которой разбилась одна из лучших хоккейных команд СССР, удачно скрывали от огромной страны десятилетиями? Соревнования по канадскому хоккею проводятся в нашей стране впервые. Этот вид спорта привлекает десятки тысяч зрителей. Первый чемпионат СССР по хоккею состоялся в 1946 году. Игроки еще только привыкали к особенностям нового вида спорта. Тогда его называли канадским хоккеем, ведь в Советском Союзе более популярен был русский хоккей, то есть хоккей с мячом. По новым правилам игра велась с шайбой и на поле гораздо меньшего размера. В розыгрыше приняло участие всего 12 команд, в основном из Москвы. Они и стали призерами первого чемпионата СССР. Команда ВВС МВО тоже начала свое существование в 1946-м, но не была особо успешной. В первом сезоне занимает 5-е место, а во втором 7-е. И эта история очень сильно связана с именем Сталина. Нет, не этого Сталина. Речь идет о Василии Сталине, младшем сыне руководителя СССР. В 1948 году, в 26 лет, он становится командующим военно-воздушных сил Московского военного округа. Именно под его покровительством начали активно развивать спортивные клубы ВВС по футболу, баскетболу, а также по хоккею. Василий стал забирать всех лучших игроков из других команд. Так клуб ВВС получил свою народную расшифровку – взяли всех спортсменов. Тем не менее, клуб в третьем сезоне занимает 2-е место, уступив лишь московскому ЦДК, родоначальнику нынешнего ЦСКА. В сезоне 49-50 перед хоккеистами стояла самая высокая задача – занять 1-е место. И это было вполне реально. Клуб ВВС неплохо начал сезон, имея результат по играм 7-2. В январе команда обыграла с разгромным счетом ленинградский «Динамо» 13-1. Именно в те дни удалось заполучить сильнейшего игрока своего времени Всеволода Боброва. Следующая игра была намечена на 11 января, когда клуб должен был играть в Челябинске с местной командой «Дзержинец». По прогнозу ожидался сильный мороз – минус 35 градусов. В те времена это действительно было большой проблемой, ведь в хоккей играли на открытой площадке. Тренером было принято решение приехать в город за 4 дня, чтобы успеть акклиматизироваться. Хочется сразу оговориться, поскольку катастрофа была засекречена, осталось не так много свидетельств и документов того происшествия. Периодически данные разнятся, но в общих чертах ситуация была следующей. 7 января самолет вылетел из Москвы в Челябинск с промежуточной остановкой в Казани для дозаправки. Подлетая к Челябинску, диспетчер не дал разрешения на посадку, поскольку сажал в первую очередь пассажирские самолеты. После долгого ожидания капитан воздушного судна принял решение садиться на ближайшем аэродроме в Свердловске. К тому времени уже стемнело и погода ухудшилась сильным снегопадом. В таких тяжелых условиях пилот еще перепутал Свердловский аэропорт Кольцово с военным аэродромом города Арамиль. Дважды пытаясь посадить самолет, приходилось уходить на дополнительный круг. При третьем заходе пилот включил прожектор, что только ухудшило ситуацию при таком снегопаде, создав эффект стены. Самолет врезался в землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы несколько сотен метров. На борту находилось 6 членов экипажа и 13 членов хоккейной команды. Все погибли. При падении возгорания не произошло, но удар был такой силы, что тела сильно изуродовало. Все погибшие были похоронены в братской могиле на кладбище в поселке Кольцово. На тот роковой самолет не попал ряд игроков, но из-за того, что трагедия была скрыта от населения страны, а до время гласности дожили не все, появилось много мифов о выживших. В первую очередь это Всеволод Бобров. Он не оказался в том самом самолете, и версий было много. По одной из них он загулял в ночь перед матчем и проспал вылет. По другой, мистической версии, никогда не подводивший будильник в то утро не прозвенел. На самом деле Бобров перед матчем в Челябинске только перешел в новый клуб, и ему нужно было оформить переход в спорткомитете. Он изначально знал, что поедет на игру на поезде. В самолет не попал и Виктор Шувалов. Это было личное указание Василия Сталина. Дело в том, что Шувалов вырос в Челябинске, был бывшим игроком челябинской команды, и болельщики сочли его переход в ВВС предательством. После победы над ленинградской командой Сталин в раздевалке сказал: «Шувалова не берите, мало ли что».
Также появился миф о выжившем Василии Сталине. Якобы Вольф Мессинг сказал Василию не лететь на ту игру. Мессинг был обычным иллюзионистом и не обладал умением ясновидения, которым его часто наделяют. Но если не брать это в расчет, то никто не задается вопросом, почему сын Иосифа Сталина, командующий военно-воздушными силами по Московскому округу и вообще весьма занятой человек, должен был лететь на довольно проходной матч за несколько дней до его начала. Это звучит довольно неправдоподобно. Что же касается Александра Виноградова, то его дисквалифицировали на 2 игры за нападение на вратаря в матче с ЦДК, и он тоже не полетел в Челябинск. 11 января клуб ВВС все-таки вышел на лед в Челябинске. Руководству удалось за несколько дней собрать команду. В нее вошли оставшиеся в живых Бобров, Шувалов, Виноградов и были добавлены игроки из других клубов. Бобров исполнял роль играющего тренера. В усеченном составе хоккеистам даже удалось победить в этом матче со счетом 3-6. И поскольку остались в живых несколько ключевых игроков, то команда смогла по итогу сезона занять 4-е место. О разбившейся команде не писали в прессе и не говорили по радио, поэтому люди про это практически не знали. О трагедии, может быть, так и не узнали до перестройки или даже до развала СССР, если бы не одна газетная заметка. В январе 1969 года в еженедельном издании «Футбол-хоккей» вышла небольшая статья с ответом на вопрос читателя. Он интересовался турниром-мемориалом ВВС, который должен был состояться в том году. Автор 2 предложениями описал авиакатастрофу и вспомнил игроков, которые в ней погибли. И возвращаясь назад, в сезоне 1950-51 клуб ВВС пополнился еще несколькими высококлассными хоккеистами, и это был лучший их состав в истории. Команда не проиграла ни одного матча и уверенно заняла 1-е место в чемпионате. Также были выиграны следующие 2 сезона. В январе 1953 года клуб одерживает свою последнюю победу, а 5 марта умирает Иосиф Сталин. В ближайшее время Василия Сталина уволили с поста командующего военно-воздушными силами. Именно тогда почти сразу перестал существовать клуб, который вошел в историю с 3 подряд чемпионствами и 1 авиакатастрофой. Спасибо за просмотр. Если нравится, что я делаю, подпишись на мой Patreon. Там я выкладываю бонусные видео по каждому выпуску. И так получилось, что в этом видео собрались темы, о которых я люблю делать ролики. История, спорт, Екатеринбург. Так что подписывайся на канал, я тут снимаю много интересного об этом.